Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим динамические наушники от компании Keyfine. Они поставляются в очень небольшой коробке с минималистичным оформлением. Здесь просто изображены сами наушники и имеется название этой модели Delci. А сзади указаны технические характеристики. За звук здесь отвечает 10-мм динамический драйвер. Чувствительность составляет 108 дБ и они получили 28 Ом импеданс. Сразу скажу, что на раскачку они очень легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники тут полностью изготовлены из металла, поэтому они довольно легкие и радует, что не очень крупные. На лицевой панели здесь имеется логотип компании, а два компенсационных отверстия здесь расположили на внутренней части корпуса, рядом с маркировкой правого и левого канала. Тут же находится рядом стандартный разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом. Но вот звуковод тут совсем слегка вытянутый и имеет очень выделенный бортик для того, чтобы амбушюры цеплялись сюда более надежно. Свою функцию он выполняет отлично и в целом с посадкой тут все хорошо. Хотя мне кажется, что звуковод можно было бы сделать подлиннее для более лучшей и плотной посадки, по крайней мере в моем случае. Ну а все аксессуары находятся в этом отличном кожаном кейсе с логотипом компании. И здесь мы получаем отличный увесистый медный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3.5 джек. Единственное странно, что нет возможности приобрести его на балансе 4.4, так как кабель реально хороший, не путается и мне очень понравился. И да, сразу скажу, что наушники я слушал именно с ним. Ну и конечно, про амбушюры тут тоже не забыли, это совершенно стандартные силиконовые насадки. А еще здесь есть мануал на 2 языках и карточка с контролем качества. Ну и вот мы подошли к самой главной части обзора, а именно к разбору звучания этих удивительных динамических наушников Keyfine Delci. И про них у меня в последнее время очень много спрашивали, как же все-таки они звучат, так как возникли некоторые споры на этот счет. Но я надеюсь, после моего обзора у вас совершенно не возникнет вопросов и вам будет все понятно. Я бы хотел начать с того, что первое, что мне понравилось, когда я подключил эти наушники, вот он, вот тот самый нейтральный, очень сбалансированный тюнинг с правильно подчеркнутым басом, с очень аккуратным заходом на средние частоты и прям идеально ровно по моему таргету здесь подтянули верхнюю серединку. Но высокие частоты, ну просто сказка, они прям очень продолжительные, как для чисто динамических наушников, ну прям какая-то красота, согласитесь. Тут нам и тюнинг не яркий сделали, так и вся концепция настройки мне очень понятна и знакома. И в этом плане безусловно отдаю респект производителю. А вот теперь начнем с низких частот, которые тут имеют хороший объем и вес, глубокий и проработанный сабвуферный гул, но без явной басхедности. Да и бас тут не звучит как-то монотонно, и его текстура очень даже хороша. Слышно и дисторшн, и все гармоники от сатурации, и они очень даже прозрачны. То есть тут нету никакой мутности. Но вот единственное, я бы хотел получить более выделенный и панчевый мидбас, так как он ощущается немного расслабленным на атаку. Вот именно тот самый явный выделенный импульс тут бы не помешал. Но опять же, я не думаю, что все это заметят, и в основном обращаешь, как правило, внимание на это только в хип-хоп или электронных жанрах, при условии хороших дорогих референсных наушников в наличии. А вот что касается рока или металла, то тут порядок. Я не думаю, что вас будет это беспокоить. Это не те жанры, где столь это будет значимо, так как правило, там очень редко используются синтезаторные басы. Но вот на средних частотах тут практически эталонная нейтральность с небольшим теплым тоном у вокальной части. И мне нравится то, как все тут подается. Вокал очень четкий, совсем слегка выделенный, немного вперед и не берет на себя очень много внимания. Он звучит очень сбалансированно и правильно по постановке, с хорошей прозрачностью и оптимальным количеством воздуха. Нету тут никакой темноты, сухости или закрытого помещения, где вам буквально перекрыли весь кислород. Наоборот, тут все очень дышит, да и тембры здесь очень даже правильные и практически не имеют никакого лишнего окраса и неприятных визгов.
шелеста или призвуков, как это бывает особенно в ярких наушниках с излишним усилением области верхней середины. То есть, подводя итог, все тут подается аккуратно, с небольшой эмоциональностью, но без какой-либо чрезмерной утомительности, так как на выходе мы получаем очень погружающую вот такую атмосферную и гладкую подачу, которая дарит только положительные эмоции. Да и по атакам и переходным процессам тут все хорошо, так как малый барабан не ощущается смазанным на удар и оставляет после себя продолжительные хвосты от реверберации, то есть с этим тут полный порядок. А вот на высоких частотах все вдвойне интереснее. Мне нравится, что эти наушники не стали уводить в темную сторону, как это часто бывает у Динам в этой стоимости. А наоборот же, нам тут буквально раскрыли, насколько вообще позволяет потенциал драйвера все тарелочки, перкуссии и различные мелкие микро и макро детали, которые вы можете только встретить в ваших композициях. И как по мне, мы тут получаем просто шикарную, никуда не спрятавшуюся аналитику и не менее потерявшуюся техничность. То есть все ровно как я люблю. Накинули нам слегка воздуха, добавили прозрачности, чтобы все звучало более открыто, но и никуда не потеряли основные моменты на высоких частотах у хороших наушников, как техника и аналитика. При этом замечу, тут нету никакой сибилянтности, мерзкого тембра или звонкости. И опять же, как в ситуации со средними частотами, какого-то дополнительного усиления и окраса тут не наблюдается. Да, есть небольшой пичок на графике, но он просто слегка делает свое дело, но не более того. У него нету цели забрать все внимание на себя и насыпать нам все тарелки в лицо, как и различные нюансы записи и сведения. То есть наушники вполне бодро даже отыгрывают какой-то плохо записанный материал, что на самом деле не часто встречается. Ну а звуковая сцена удивила меня с первого прослушивания. Блин, ну красота же, шикарная раздвинутая стереопанорама, то есть баланс между каналами очень хороший, все звучит раздельно и все планы очень подробные и не звучат как-то они слитно. Наоборот, очень четко выверены в пространстве, что среди динам, а еще в этой небольшой стоимости встретить-то вообще не так уж и просто. Вывод по этим наушникам у меня получился таков. Keyfine Delchi это просто супер удивительные, очень сбалансированные, нейтральные динамические наушники, которые влюбили меня сразу с первого прослушивания. Во-первых, своим грамотным и понятным тюнингом, а во-вторых, своей супер поглощающей звуковой сценой, которая буквально уносит тебя в другое измерение. От себя без каких-либо сомнений рекомендую эти наушники к покупке. И любители подобного тюнинга точно их оценят. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки и писать ваши комментарии. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.